Друзья, всем привет! С вами снова Андрей с новым рассказом. Похороны хомяка. Поехали! Смерть хомячка всегда трагедия, особенно для детей 9 и 12 лет. Но век грызуна недолог. В общем, любимый питомец помер. И родители не успели его подменить на нового. Дочь плачет, сын крепится, но только потому, что папа сказал, мужчины не плачут. Дети в таком возрасте вообще долго переживают смерть домашних любимцев. И этот траур продолжается целый день. Наконец, папа говорит: хватит плакать, мы его похороним как викинга. Это детей как-то сразу заинтересовало, потому что похороны викинга они видели в мультике. В общем, папа, скрипя зубами, снимает с полки собранную в свое время модель дракара 1:72, настоящий, деревянный. Наскоро промазав днище нитролаком, он проверяет корпус в ванне на водопроницаемость и устойчивость и нагружает балластом из свинцовых грузил. Дочка жертвует какие-то свои цепочки с пластиковыми сердечками. Сын вытряхивает из банки 10-копеечные монеты. На следующее утро, в субботу, хомяк извлекается из холодильника, аккуратно оборачивается в заранее вырезанную кирасу из жести с утяжелителями, чтобы не всплыл. И вся компания отправляется на машине на озеро. Мать говорит, что не хочет в этом участвовать, но ее убеждают, и она делает бутерброды. Погода тихая, ветерок совсем слабый. Как раз, чтобы потянуть тонкий парус, но не перевернуть лодку. Корабль спускают на воду. Хомяка в доспехах кладут на монетки и цепочки. Папа аккуратно кладет всякие горючие вещества, слегка брызгает бензином. Затем, подпалив дракар, он толкает его от берега. Подхваченное легким ветерком судно отплывает метров на 8-9, потом вспыхивает парус, мачта, наконец модель превращается в сплошной костер. Из магнитолы доносятся подходящие к этому случаю Brothers in Arms. Еще секунд через 5 где-то, наконец, прогорело до дырок, а может, волна плеснула, но дракар накренился, черпнул воды и пошел на дно. Слегка подавленная величием момента семья ест бутерброды, когда к ним подъезжает полицейская машина. Полицейские вежливо интересуются, что тут, собственно, происходит. Они, оказывается, с дороги увидели, как что-то горит на воде. Ну и поехали посмотреть. Услышав от детей, что они похоронили хомяка по обычаю викингов, менты молча сняли фуражки, потом старший вынул пистолет, поднял вверх стволом и сказал: «Пыщ, пыщ, пыщ». Дочке понравилось, но сын был немного разочарован.
Он, видимо, надеялся, что выстрелят по-настоящему. Полицейские сказали, что повидали всякое, но такого даже представить себе не могли. Папа скидывает им фотографии с телефона, и полиция уезжает. Обратно семья едет в суровом молчании. Наконец, папа говорит, что купит детям собаку, потому что ну его нафиг, на хомяков он кораблей не напасется. Друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Удачи вам и пока!